Привет, друзья! Набирает ход крупнейший торговый конфликт. Дональд Трамп планирует 30% пошлины на европейские товары, и это не просто слухи. И вот что важно. Фридрих Мерц впервые вышел с резким заявлением, почти без дипломатии. Что это значит? Давайте разбираться. Он заявил, что Германия готова дать ответные меры в случае введения таких пошлин. Ответ будет четко согласован с Брюсселем. Это заявление Мерц сделал на фоне экстренного обсуждения в Еврокомиссии. Там уже лежит план, список американских товаров, на которые Европа может ввести ответные ограничения, объем 72 миллиарда евро. И среди них не только металл, но и продукты, техника, автомобили и даже фармацевтика. По данным СМИ, Франция активно давит также на Еврокомиссию, чтобы она не ждала августа, а уже сейчас начала ответную игру. Макрон говорит, если Соединенные Штаты Америки начнут, мы должны ударить в ответ. Но Брюссель пока тянет, Евросоюз отложил запуск контрмер до 1 августа, формально, чтобы оставить окно для переговоров. Но по факту идет внутренняя борьба. Германия хочет согласованного и взвешенного ответа. Франция требует жесткой реакции. И интересно, что Мерц оказался в эпицентре этих разногласий. Он пытается удержать баланс между экономикой и политикой. Одни обвиняют его в мягкости, другие в том, что он наоборот слишком резко пошел против Соединенных Штатов Америки. Но в любом случае это уже не просто спор о пошлинах, это борьба за лидерство в Европейском Союзе. И Мерц, по сути, бросает вызов не только Трампу, но и старой европейской логике терпеть и не обострять. Останется ли Европа в роли терпеливого наблюдателя или Мерц первый, кто решит перейти к действию? Ответ может прозвучать уже в ближайшие недели. Но пока Европа думает, Мерц уже открывает второй фронт внутри страны. Фридрих Мерц снова в центре внимания и снова из-за беженцев. Он выступил с громким требованием сделать карту для безналичных выплат беженцам обязательной по всей Германии. Сейчас такая система действует только в некоторых землях и везде по-разному. Где-то карту уже ввели, где-то только обсуждают, а где-то и сопротивляются. Но Мерц говорит, хватит разногласий, пора действовать единообразно. По его словам, цель карты проста, чтобы пособия для мигрантов шли строго по назначению на питание, жилье, транспорт, и чтобы не было переводов за границу или обналичивания в неизвестных точках. Он подчеркивает, речь не идет о дискриминации, речь идет о прозрачности. Если государство выделяет деньги, оно должно видеть, как они используются. Мерц предложил срочно разработать федеральный стандарт. Не эксперимент в одной земле, а рабочую систему по всей абсолютно стране. Цитата: «Мы не можем каждый раз изобретать велосипед», заявил он на фоне растущего давления в регионах. А давление действительно есть. Во многих городах уже звучат вопросы, почему нет единой политики, почему в Баварии одно, а в Бремени совсем другое. Я бы даже сказал, что Мерц сегодня воспользовался тем моментом и сделал решительный шаг. Он дает понять, если Германия хочет сохранить поддержку у населения, то должна четко показывать, как контролирует миграционные расходы. Но тут возникает вопрос, кто будет управлять всей этой системой? Местные власти или федеральное правительство, или вообще частные компании? Ответа пока нет, но ясно одно, Мерц снова хочет сыграть первым номером. Пока другие спорят, он уже диктует свою повестку. И если эта идея окажется успешной, ее запомнят как очередной шаг к новой миграционной политике, которую он собирается строить. И это еще не все. В Германии готовится крупнейшая реформа бюрократической системы за последние десятилетия. Они говорят уже как о попытке перезапустить государство, чтобы оно действительно работало. 4 известных немецких эксперта, включая бывших министров и главу Конституционного суда, подготовили подробный доклад, внимание, на 160 страницах. Главная цель – это сократить бумажную волокиту и ускорить цифровизацию. Сейчас многие процессы слишком запутаны, и обычные граждане, такие как мы с вами, тратят недели на то, что можно было бы решить за пару кликов. Как сообщают немецкие средства массовой информации, в докладе содержатся конкретные предложения. Передать все вопросы депортации мигрантов в единое федеральное ведомство. Сейчас этим занимаются, я напомню, разные земли, и из-за этого возникает и та самая путаница, задержки и двойные стандарты. Также предлагается ввести принцип, внимание, один раз подал данные и все.
То есть человеку больше не придется каждый раз приносить одни и те же справки в разные учреждения. Информация будет передаваться внутри госструктур автоматически с соблюдением конфиденциальности. Речь идет здесь о реформах в сфере социальной помощи, регистрации автомобилей, кстати, получение водительских прав, да, друзья, аренды жилья и даже реагирование на чрезвычайные ситуации. Все это с акцентом на простоту, прозрачность и тот же цифровой подход. По мнению авторов, если эти меры не внедрить в ближайшее время, доверие к государству будет снижаться. Даже президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уже поддержал идею, заявив, цитата, «Иногда меньше – это лучше, меньше правил, больше ясности». Но будет ли это все реализовано? У меня к вам вопрос. Здесь мнения, конечно, разделились. Некоторые аналитики считают, что старая бюрократическая система будет сопротивляться изменениям, особенно на уровне земель, где интересы часто расходятся. Однако, как отмечают источники, близкие к реформаторской группе, сейчас открыт исторический шанс, и много зависит от политической воли в Берлине. А следующий шаг – это удар по самой чувствительной теме – деньгам и жилью. Фридрих Мерц снова идет на жесткие шаги. На этот раз он нацелится на систему соцвыплат, и именно там, где это особенно чувствительно. Внимание! Жилье для получателей Бюргергельд. Мерц заявил прямо, в некоторых городах люди, получающие пособие, живут в квартирах по 18-20 евро за квадратный метр и при этом не работают. Он называет это несправедливым по отношению к обычным работающим семьям. Предложение Мерца – это, внимание, ограничить сумму, которую государство оплачивает за аренду. Неважно, где ты живешь, выплаты должны быть одинаковыми и понятными. И даже не исключено, что в ближайшее время появится жесткий лимит по площади квартиры. Эта идея сразу вызвала волну критики. Партнеры по коалиции, особенно Социал-демократическая партия Германии и Зеленые, выступили резко против. Они считают, что в условиях инфляции и роста цен трогать жилье – это идти против самых уязвимых. Профсоюзы со своей стороны заявили, суть проблемы не в том, кто получает пособие, а в том, что в Германии нет доступного жилья. По их мнению, нужно строить больше социального жилья, а не ограничивать существующие выплаты. Но, друзья, у Мерца совершенно другой подход. Он говорит, что налогоплательщики устали содержать систему, в которой можно ничего не делать и при этом жить в дорогом районе. А значит, нужно пересмотреть не только суммы, но и само отношение к Бюргергельд. Внутри Христианско-демократического союза уже обсуждается переименование всей системы, вместо гарантированного дохода – базовая поддержка, четко по делу без излишеств. Инсайдеры утверждают, речь идет не только о жилье, может быть пересмотрен весь механизм расчета пособий, включая надбавки и стимулы к работе, а тех, кто отказывается сотрудничать с биржей труда, ждут новые санкции. Противники Мерца предупреждают, это может вызвать социальную волну. Многие получатели уже сейчас жалуются, что не хватает денег даже на еду, и любые сокращения приведут к реальной бедности. Но Мерц уверен, реформа необходима. Именно сейчас, потому что без нее Германия не выйдет из затяжного кризиса. Решения пока не приняты, но осенью этот конфликт может стать одним из самых громких за весь политический сезон. Но пока одни спорят о пособиях, президент предлагает вернуть то, что давно отменили. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил вернуть воинскую обязанность. Да, друзья, он считает, что обществу нужна новая форма обязательной службы не только для армии, но и для социальных или экологических задач. Штайнмайер подчеркнул, что речь идет не обязательно о военной службе. Это может быть и помощь в больницах, и поддержка гражданской инфраструктуры. Главное, чтобы молодые люди участвовали в делах страны и понимали, что такое ответственность перед обществом. Идея возникла на фоне растущих проблем с набором кадров в армию и нехваткой персонала в социальных сферах. Президент отметил, что Германия стоит перед серьезным вызовом. Страна нуждается в сплоченности и готовности каждого вносить свой вклад. Он также добавил, что подобная служба может укрепить чувство солидарности, особенно в условиях глобальных кризисов. Обсуждение этой инициативы уже вызывает оживленные споры как среди политиков, так и в обществе. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.